Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля. Давайте узнаем. Подсказки карт. И у нас сегодня колода добра. Великолепная колода, которую прорисовала художник и мудрый таролог со стажем Колет Барон Рид. Давайте будем добрее к самим себе, милосерднее к собственной душе. Изображение, значение этой колоды карт как будто приглашают нас рассмотреть события нашей жизни с позиции позитивной психологии. Позволим себе право ошибаться, не ругать себя, не корить за какие-то прежние, может быть, ошибки, а идти дальше. Допустить альтернативные варианты развития событий. Все же жизнь не бывает полностью предсказуема. И я так надеюсь, что мы с вами проведем приятное время. И как раз метафора карт вам поможет просчитать какую-то свою ситуацию, жизненную историю. И два главных вопроса – неожиданности и что важно знать. Что скрыто – узнаем. И по основным сферам жизни тоже достанем карты. На неделю для моих дорогих весов. У вас начинается скоро очень знаковое время. Планета Хирон, которая 19 числа выравнивается в Овне вместе с лунным узлом, будет влиять на вас и, кстати, на знак Овен. Кто такой Хирон? У меня есть видео на февраль, и вы можете перейти в плейлисты, найти это видео, там более развернутый прогноз, для кого это интересно. Так вот, с Хироном связывают, как это образ израненного целителя, прекрасное время для того, чтобы мы излечились от каких-то разочарований. И если в вашей жизни есть такая, как данность, какая-то конкретика, когда вы пытаетесь что-то изменить, но у вас не получается, скорее всего, есть какая-то ошибка. Вот здесь Хирон помогает для вас проработать вот эту ошибку, из-за которой у вас какая-то словно, знаете, как болевая точка или то, что как камень преткновения. Может быть, правда, какая-то история повторяется заново и заново, и нужно что-то решать. Вот это воздействие Хирона, оно начинается в этом году 19 февраля, и оно продлится вот с этого пункта до апреля, даже включительно почти по апрель 27 года. И для вас это будет иметь очень важное значение. Вы словно отстраивать новую историю своей судьбы можете. Для тех, кто, не пустит все на самотек, есть возможность словно перевернуть на 180 градусов свое качество жизни. К счастью, мои дорогие, именно вот теперь на вас это так будет влиять. Хорошо, идем дальше. И мы сказали, что важно знать, да? Основные вопросы. И вот на неделю давайте узнаем. Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время? Или что может помешать? Что же вас будет радовать? Приятности? Что скрыто? Дела, работа, бизнес. Финансы, энергия денег. И личная жизнь. Что же для вас важно, мои дорогие весы? У каждого свое, безусловно. Луна. Может быть такое ощущение, словно в сумерках. Ориентиры есть, образы есть, конкретики ноль. Вот такое состояние может быть по карте Луна. И нам говорят, выглянет солнце и все прояснится. Видимо, на этой неделе не время торопиться, мои дорогие. Но это не значит, что бездействовать, а где-то как раз себе больше соломки подстелить. И если в значении мы не торопимся почему? Потому что мы чего-то не можем просчитать, предугадать вот здесь. Может быть, по этой карте, кстати, идет прекрасное качество, как интуиция. И если мы говорим, что такое интуиция, это тандем, удачный тандем интеллекта и нашего опыта. Вот того опыта, который мы уже перевели без эмоций, как в событие, и нас это не ранит. Умение увидеть на пару шагов вперед. У кого-то, мои дорогие, это будут вопросы, связанные с вашей личной жизнью. Вот они как будто могут прямо быть на повестке дня и закрывать какие-то другие вопросы. Или по этой карте это может быть еще, знаете, когда вы в чем-то уверены. Вот, наверное, на этой неделе уверенным во всем быть нельзя, потому что
Луна в этой колоде карт нам конкретно говорят иллюзия. Большие возможности пока скрываются в тени, именно пока. А текущая ситуация недостаточно правдива. Поэтому анализировать хорошо, подмечать что-то, запоминать, сравнивать, может быть, ну, где-то, как мы говорим, с опытом, но не добавляя туда эмоций, словно, возможно, вы окажетесь на выборе, и это своего рода подготовка перед тем, когда вы встанете перед такой развилкой судьбы, но к этому времени вы уже должны подойти, четко определив для себя, чего же я хочу и чего я не хочу точно. Неожиданности. Либо поездка может быть буквально, либо переезд, или вот тот самый выбор. По этой карте мы иногда словно можем остановиться на полдороги. Может быть, потому что обстановка такова, мы сейчас только что об этом говорили. Не бойтесь остановиться. Или какое-то если дело словно притормаживается. Не торопите, не педалируйте ситуацию, не торопите человека. Может быть, кто-то к вам приезжает и приносит какие-то известия, тогда вроде как от вас требуется действие, но обдумать тогда нужно. Не должно быть какой-то поспешности или принятых решений, и когда все быстро происходит. Все же нет, тут нам про больше, про анализ ситуации. И вот та самая развилка, или я сказала, перед выбором. По восьмерке воды мы ищем словно выход, и мы его находим. Для кого-то из вас, мои дорогие, вопросы, может быть, когда вы куда-то собирались ехать, а вы, наоборот, отмените какую-то поездку, потому что пересмотрите и скажете «нет, я сейчас, ну, мне как будто не время, у меня сейчас другие планы», или что-то будет пересмотрено. По восьмерке воды есть такой момент, что вы вообще хотите уехать куда-то очень далеко. Мои дорогие, перечисляю, потому что мы разные. Есть перемещение или есть какой-то выбор. Это точно. И нам, собственно, и по Луне уже об этом сказали. Но словно нужно к этому периоду действительно подготовиться. Что-то знать о себе наверняка, может быть, о человеке наверняка, или о работе. У кого-то смена сферы деятельности, смена работы. И, может быть, на этой неделе какой-то удачный шанс. Но, значит, все равно не торопитесь. Видимо, нам больше карта говорит... Восьмерка, кстати, воды. Если мы сказали, карта Луна– это иллюзия в этой колоде. А нам говорят, отпусти иллюзии. Это инициатива наша, и это действительно выбор пути. Но, видимо, даже если приходится словно остановиться на полдороги, чтобы что-то переосмыслить, решить, чего-то не упустить важного, значит, вот такую паузу сделать совершенно необходимо. Может быть, обстоятельства таковы, мои дорогие. Чему сейчас не время тратить деньги? Или думать, что, ну, словно победа какая-то в кармане. Не время думать, что я что-то просчитал, иллюзия. Именно какой-то вопрос по деньгам. И, может быть, надеяться на то, что вы получите деньги на этой неделе, могут задерживаться или по Луне. Ведь карта Луны– это 1000 неопределенностей. Здесь может быть такая ситуация, что деньги как будто не на этой неделе не приходят, даже если они должны были прийти. И поэтому будьте рациональны к своим тратам, это точно. Что же вам помогает? Интуиция помогает, молчание помогает. Ваша какая-то тайна, ваш проект, когда вы никому ничего не рассказываете. Больше где-то на своей волне это тоже помогает. Когда вы, в принципе, умеете хранить молчание, все же карта Верховная Жрица, это раньше называлась карта Ля Папесса. Я не ударяюсь в историю, это долго рассказывать, но был такой период, когда в лоне католической церкви во главе стоял не папа, а папесса. И понятно, папесса, она скрывала, что она женщина, поскольку папой мог быть мужчина. Возможно, есть какая-то тема, о которой сейчас лучше не распространяться. Что-то просчитать. Может быть, на кону стоит что-то очень важное. По Верховной Жрице слушать где-то как интуицию, подмечать. Все нам говорят, это та, которая все знает. И вам помогает, словно как подсказка вашей души, шестого чувства. Ну, может быть, как раз и просчитать какую-то ситуацию. Мы сказали, что такое интуиция. Тандем нашего опыта, холодного уже опыта, безэмоционального, и
нашего интеллекта. И сейчас время интеллекта, мои дорогие. И для вашего знака зодиака, поскольку ваша стихия – это воздух, это как раз пространство. Когда Плутон переходит в знак Водолея, для всех воздушных знаков это время вашего, ну, как каких-то возможностей, какого-то рывка, может быть, когда вы можете изменить свою жизнь на, ну, вообще кардинально, отправиться туда, куда раньше не собирались, или увидеть там возможности, где прежде вы их не видели, благодаря, опять же, интеллекту, изменить, наверное, качество жизни вообще в целом. И вот карта Верховная Жрица нас приглашает, ну, куда-то тоже не торопиться, мои дорогие, а предвидеть какую-то ситуацию на пару шагов вперед. Что скрыто, давайте мы с вами узнаем. Тройка огня. У вас сильная позиция. Тут никто ничего не скрывает. Это вы, скорее всего, словно должны выбрать правильные ориентиры. Правильно, мои дорогие. И карта Луна, которая выпадает напротив, говорит нам, вот это скрыто, да, сильная позиция. Карта якоря, по сути. Но сейчас обстановка такова, что нужно сохранять все то, чего вы уже достигли. Собой не рисковать по Луне. Быть очень аккуратным, отправляясь, кстати, куда-то, потому что мы тоже торопимся и можем не заметить, ну, какого-то не просто подвоха, как будто физически мы можем оступиться и где-то, ну, самого себя на время, ну, словно вывести из строя, самого себя подвергнуть какому-то риску. Вот иногда такое значение в нашей реальной жизни проигрывается. И, может быть, поэтому нам говорят, что ты лучше остановись. У кого-то эта ситуация в решении финансовых вопросов. Не осуществляй траты или не покупай что-то крупное. Где-то предугадай на пару шагов вперед. И если какой-то вопрос затормаживается, притормаживается, не получается быстро решить какое-то дело. Все равно у вас сильная, мои дорогие, позиция, но именно теперь о себе много не рассказывать. Может быть, люди будут вокруг вас, которые спрашивать будут, а как у тебя, чем ты занимаешься, например, да, или какие-то наводящие вопросы по поводу личной жизни или финансов. Нет, точно хранить молчание, потому что для вас это, знаете, достижение. Карта больших возможностей, карта новых начинаний, карта учебы, прохождения какого-то прежнего и оставления как будто в прошлом прежнего жизненного этапа и уже построение планов на будущее. Это карта того, что, пусть это в позиции скрыто, вы можете сомневаться, например, да, или как-то вот сложиться может ситуация на этой неделе, когда вы могут и руки опуститься, потому что я не вижу, как мне действовать дальше. Так вот, в себе не сомневайтесь. У вас действительно прочная позиция и большие возможности практически на пороге. Дела, работа, бизнес, император. Вы можете столкнуться с таким императором, который пытается вами руководить. Правда, почему нет? Буквально руководитель на работе и какие-то указания вам отдает, вам они не нравятся, или вы имеете свою точку зрения, и знаете, тут это может проиграться, как последняя капля, я ухожу с этой работы, я буду ее менять. Но, опять же, не время, понимаете, не время риску. Уйти в никуда, вот это точно нет. А если есть куда, или если вы уже как будто предвидели, вы уже этот вопрос, как будто почву подготавливали, вы тут вполне вероятно можете и быть на этом перепутье, думая, как же сыграть мне последний аккорд. Но все же с картой император мы не идем против власти, мои дорогие. У нас изображен лев, мы этого льва против шерсти точно не гладим. Карта император приглашает нас уважать власть, систему иерархии. И если мы готовы где-то пройти по ступеням, не перепрыгивая через голову начальства, у нас как раз получится что-то осуществить. Для кого-то из вас и будет это статусная все-таки карта, карта власти. С другой стороны, получение должности. Или вы уже недавно получили эту должность, и здесь вы можете столкнуться с учетом карты Луна, что я чего-то не знаю. И, кстати, это будет еще решение, что мне нужно учиться. Вот это может тоже проиграться. У вас в любом случае, мало того, что сильная позиция, впереди возможность вообще кардинально как-то изменить свою жизнь, а также изменить свой статус, мои дорогие. Удачное время, но делать это не в попыхах. Это вообще карта твердой уверенности
благополучия. Это вопросы могут быть как со структурами власти. Вы можете что-то согласовывать в их учреждениях образования, если вы намереваетесь учиться, или это могут проходить банки. Вот в этой колоде карт имеется такое значение. Что же по финансам? Точно, вестник воды, не замечтаться. Или где-то не потратить, вот буквально, может быть, знаете, все хорошо. И у кого-то просто на этой неделе будет жгучее желание что-то приобрести. И тогда не время. Вестник воды – хорошее настроение. Есть как будто и романтика, есть и оптимизм, есть и, может быть, и комплименты. Но хотя не про деньги эта карта, а деньги у нас выпадают, чему сейчас не время. Не время строить иллюзии по поводу финансов. Быть аккуратным, это точно. Вы на пороге больших событий, перемен. И те, кто, уже где-то, либо вы хотели сами, чтобы что-то изменилось. У вас правда изменится. Личная жизнь, колесо фортуны. Словно пространство вам будет помогать изменить свою жизнь к лучшему. Это карта успеха и удачи. И, безусловно, это карта новых возможностей. Посмотрите, какая красивая карта. И у кого-то личная жизнь. Иногда Луна – это тепло нашего домашнего очага и наши близкие. Вот здесь что-то меняется. По старшему аркану всегда меняются либо обстоятельства, либо события в жизни других людей, но это влияет на вас и как-то как общий тандем. Взаимодействие с конкретным человеком, когда вам, может быть, придется на что-то откликнуться. Или по колесу фортуны с учетом восьмерки воды. Тут, правда, может быть какое-то либо путешествие, переезд, либо приезд человека к вам, либо это вы захотите изменить как-то жизнь, и тут словно вторично обстоятельства складываются для вас каким-то удачным образом, мои дорогие. Правда, чего-то не упустите по колесу фортуны. С одной стороны, нам говорят, ты не торопись. И иногда карты говорят о неторопливости именно потому, что мы должны ухватить какую-то счастливую возможность. Поэтому это, понятно, не для всех проиграется, но для кого-то нужно быть, словно, знаете, держать руку на пульсе. Мы не знаем, где вот этот его величество случай нас застанет. И в этой колоде карт вот это прекрасное колесо фортуны как раз и означает счастливые случайности. Или какие-то, знаете, совпадения, как знаки судьбы могут быть. У вас что-то будет складываться очень удачно, понимаете? Единственное, я бы сказала, во всех сферах жизни могут произойти какие-то перемены, особенно если вы сами их как будто ждете, хотите. Но на этой неделе с деньгами быть аккуратным. И если вы видите, что нужно словно остановиться, притормозить, что-то просчитать, или, мои дорогие, не поставить себя на второе место, словно в угол не задвинуть, а свои намерения, цели, они у вас должны быть на первом месте. И тогда вам будет помогать пространство, Вселенная, ангелы-хранители. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.